Всем привет! Вы на канале Суперкит. Насобирал я наконец на телек себе, хотел купить как можно больше, дюймов 50-55. И вот таки купил телевизор Toshiba. Диагональ 55 дюймов, поддержка 4К, большое количество разъемов на задней панели. Конечно, без некоторых нюансов завести работу телека не получилось бы, поэтому я докупил некоторые аксессуары, а именно крепление на стену, чтобы повесить телевизор, кабель HDMI длиной 15 метров, чтобы подключить его, и сплиттер-двойник HDMI порта для подключения телевизора к компьютеру. Да, именно как большой монитор я планировал его использовать прежде всего. В комплекте к телевизору идет пульт управления. Вроде как вполне удобный. Работает от мини-пальчиковых батареек. Подставка и набор инструкций. Говоря о функционале, во-первых, хочется сказать, что у данного телевизора есть Smart TV. Правда, еще с комментариев в магазине я понял, что его можно не запускать, так как он начинает подвисать. Во-вторых, это количество портов и разъемов. Здесь 4 HDMI порта, 3 USB порта, один из которых USB 3.0. Есть Wi-Fi, VGA, оптический выход под аудиосистему, LAN порт и, естественно, антенные выходы. Важно отметить, что USB и HDMI есть как на задней панели, так и на боковой. Это очень нужно для удобства подключения. Кабель у телевизора несъемный, но есть возможность для удобной транспортировки закрепить его на задней панели, чтобы он не мотылялся. Ну вот мы и подошли к главному, к работе телека. Видеофайл с не очень динамичными сценами идет нормально, но дело в том, что я купил телек, чтобы смотреть по нему футбол,
А полет мяча достаточно динамичная сцена. И ладно еще, когда мяч медленно катится в пределах 10 метров, но когда мяч сильно быстро летит через полполя, он начинает исчезать. А при его исчезновении неадекватно начинают себя вести белые прямые линии. Сорян за камеру, нет у меня профессиональной, но и так все отчетливо видно. Так смотреть невозможно. Не знаю, почему это происходит. Возможно, из-за большой диагонали, возможно, из-за наличия 4К, а может из-за частоты, которая здесь 50 Гц. И это я запустил самое лучшее качество. Как ни странно, но в более плохом качестве такой проблемы нет. Но картинка слишком низкокачественная в таком случае для такой диагонали. Также я пробовал записать футбол на флешку, и проблема аналогичная. Чем тяжелее видеофайл, тем больше вероятность исчезающего мяча и с ним искажения прямых белых линий. Но при этом у моего монитора 27-дюймового с разрешением 1920 на 1080 и частотой 60 Гц такого эффекта ни при каких обстоятельствах не наблюдается. При поиске в Google сразу же выпадают подобные проблемы. Причем, как видно, на других моделях телевизоров. То есть очевидно, что это не поломка, а особенность. Только зачем тогда такие телеки существуют? Но и это не все. Тест на битые пиксели сразу я не запускал, поэтому ничего не увидел, так как на мелькающих картинках видео это трудно сделать. А вот на монотонном белом и других цветах фоне аж на ура. Правда, опять же, битые пиксели видны максимум до 1,5 метра расстояния, потом они сливаются с нормальными. У меня оказалось 3 битых пикселя в совершенно разных местах экрана, которые на белом светились фиолетовым или серым цветом. На этом я окончательно расхотел качать файлы 4К, чтобы посмотреть, как это выглядит, и, естественно, отпал смысл вешать телек на крепление. Что же касается крепления, для возможности повесить телек, то его сборка и установка не требует каких-то сверх-супер навыков. Вполне может любой разобраться, как его повесить. Крепление в отзывах нахваливали, да я и сам вижу, что оно вполне прилично сделано. Выдержать оно может до 50 кг, может поворачиваться и влево-вправо, и вверх-вниз. По поводу телевизора я связался с магазином и, объяснив суть дела и отправив фото, отправил им обратно и телевизор. Вот так я выбирал и навыбирал. Телевизор вернул, мне вернули деньги, буду дальше выбирать. Сходу я не готов теперь купить первую попавшуюся модель, а такую же я не хочу, так как если бы дело было только в битых пикселях, то может я и оставил бы его себе. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!